Землетрясение в Венесуэле, противодействие транснациональным репрессиям, адвокаты под ударом. Вы смотрите новости с еженедельного митинга посольства России в Лиссабоне. Сегодня 27 июня, 14:30. Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов. Разрушена часть Каракаса и его окрестностей. Второй толчок стал сильнейшим в Венесуэле более чем за век. По данным властей, на 26 июня подтверждена гибель 920 человек, ранены 3360. Однако в списках пропавших более 50 тысяч человек, и завалы все еще разбирают. Геологическая служба США по данным математической модели оценила возможное число погибших от 10 до 100 тысяч человек. Людей вытаскивают во многом сами жители, голыми руками, не хватает кранов и техники. Мексика, Сальвадор, США и другие страны уже отправили помощь. Португалия отправила команду экстренной защиты около 50 человек, спасателей, медиков НМ, военнослужащих подразделений экстренной помощи и поддержки ГНР с опытом международных миссий. В Лиссабоне по адресу Калсада де Тапада 15 в венесуэльском ресторане Локала 58 принимают помощь. Мы связались с администрацией, и они говорят, что нужны лекарства, одноразовые маски, перчатки, аптечки. Средства для перевязки и дезинфекции, товары для детей, средства гигиены и продукты длительного хранения. 16 июня Европарламент принял необязывающую резолюцию о противодействии транснациональным репрессиям, то есть преследованию авторитарными режимами своих критиков за рубежом, в том числе на территории ЕС. В документе главными виновниками названы Россия, Китай, Иран и Беларусь. Россия выделена как одна из самых агрессивных в мире и ответственная за наибольшее число задокументированных случаев в ЕС, использующая убийство и покушение, вербовку в Телеграме, прокси вроде Вагнера и злоупотребление красными уведомлениями Интерпола. О Китае сказано, что он ведет самую системную кампанию в мире с зарубежными полицейскими участками и давлением на научное сообщество. Отмечены операции спецслужб Ирана и КСИР и заказ атак у оргпреступности. 20 июня на YouTube-канале «А если честно» транслировали круглый стол российских адвокатов «Адвокаты под ударом. Вопросы профессии». Они заявили о системном кризисе правосудия, ссылаясь на 99,64% обвинительных приговоров за 2024 год и на зависимость судей, которые в основном являются выходцами из органов прокуратуры и следствия, а также бывшими сотрудниками судебного аппарата. Участники разбирали дела, на которых они выступали защитниками, как примеры фабрикаций. Выбитые пытками признания, подложные экспертизы, закрытые процессы с засекреченными свидетелями и преследование самих адвокатов вплоть до лишения статуса. Итогом стал черновик резолюции с 3 требованиями: не вводить адвокатскую монополию Минюста, установить уголовную ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности и создать реальный механизм ответственности следователей, прокуроров, экспертов и судей за фабрикацию дел. Россия не их собственность. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и поддерживайте тех, кто сопротивляется.